Дорогие зрители, видите, хочу похвастаться вам еще букетом, который мне подарили на день рождения. И хочу, пользуясь случаем, делюсь с вами и счастьем, и горем, и горем, и хорошими новостями, и плохими. И вот здесь с цветами на фоне оперного мне хочется еще раз вас всех поблагодарить за прекрасные пожелания, за такие теплые слова. Вы меня поздравляли 3 дня подряд. Спасибо большое, мне безумно приятно, и я действительно вас искренне всех люблю. И спасибо вам большое, что остаетесь с нами, потому что, поверьте, для нас это очень и очень ценно. Вы уже наша большая виртуальная семья. Сегодня 5 мая 2026 года, и всех приветствую из города у самого Черного моря. Всем привет из очень неспокойной Одессы. Тревога — это уже, знаете, наши ежедневные будни. Я помню, еще 2 года назад, конечно, все было по-другому, а сейчас такое чувство иногда, что становится все хуже и хуже. И реально уже от того, что происходит, можно сойти с ума. От этих новостей, от этих обстрелов. У нас сегодня ночью была тревога, там в области были взрывы. Потом с утра в Одессе хорошо так бабахнуло, был прилет. Пострадало, исходя из новостей, пострадало гражданское судно. Потом недавно была снова тревога, и снова был слышен по всему городу взрыв, черный дым над Одессой. Что вам сказать? Нет нам покоя ни днем, ни ночью. Хочется, знаете, уже ночью мы не спим, так хоть днем была какая-то возможность проживать эту жизнь. А сейчас, где не идешь, везде в любой момент непонятно, что может случиться. Как всегда, одесситы не унывают и стараются оставаться на позитиве. Люди сейчас разделились на 2 категории: те, кто еще ходят в куртках и в жилетках, и те, кто уже ходит в футболках. В новостях начала появляться достаточно хорошая новость, можно сказать, о том, что, возможно, в ближайшие дни перемирие на несколько дней, и это бы было просто замечательно, потому что люди хоть немного могли бы выдохнуть и почувствовать вот эту мирную настоящую жизнь, когда твоей жизни каждую минуту не угрожает опасность в виде обстрела. Нам остается надеяться, что все-таки это перемирие будет, оно будет соблюдаться. Вот, к примеру, как на Пасху было у нас тихо в Одессе, было спокойно, и, знаете, чувствуешь себя как-то гораздо уверенней. Так позеленел парк, что, если честно, я в шоке, как-то неожиданно и резко. И знаете, от чего я еще в шоке? Что пролетает тополиный пух, я не знаю, откуда он взялся, все-таки только начало мая, и было очень холодно. Но он вот летает в воздухе и уже даже успел попасть мне в нос. Сейчас буду чихать. Ветер хорошенький такой срывается. Если будут эти дни действительно спокойными, поедем с вами в интересное место, потому что, честно, я в какие-то такие неизведанные места, куда-то за город, боюсь ехать, потому что если будут какие-то ракеты или дроны, я уже просто не могу испытывать этот стресс, слышать вот эти жужжания, вот эти взрывы, поэтому мы, знаете, даже никуда особо не выезжаем. Вот, если будет тихо, поедем, покажем вам что-то интересное. Вот, несмотря на то, что происходит, знаете, есть все равно хорошие новости. В Одессу все чаще и чаще начали приплывать дельфины. Вам сейчас, насколько это красиво, когда они приплывают к берегам Одессы. Все-таки дельфины — это один из символов нашего города. Люди немножко повыходили, возможно, обеденный перерыв, возможно, просто с детками немножко погреться на солнышке, набраться витамина D. Знаете, с приходом потепления город ожил. И в Одессе сегодня 19 градусов, немножко прохладный ветерок, но тем не менее я в одном свитере нормально иду. А читаю, что в Ивано-Франковске сегодня на солнце градусники показали 47 или 49 градусов. Вы представляете, какая аномальная жара в некоторых регионах Украины, причем мы считаемся более теплой областью, чем Ивано-Франковская, но тем не менее жара у них. Может, посмотрите, какая собака! Может, как он? Бернский зененхунд. Запомнила наконец-то эту породу, но она потрясающая. Мне безумно нравятся эти собаки, они крутые. Совсем недавно, 3 мая, был день рождения у нашей подруги, у человека с по-настоящему большим сердцем.
И я хочу поздравить, Валечка, от всей нашей семьи тебя с твоим днем, с днем рождения. Мы желаем тебе крепкого здоровья, настоящего женского счастья, осуществления всех твоих желаний и, конечно же, мира. Привет для тебя и для Саши, для твоей мамочки. Пусть все в вашей семье будет хорошо. Мы тебя очень любим. Кто не знает, сейчас я вам покажу, как клеят рекламу на бигборде. Смотрите, машина. О, мужчину вот так вот подняли. И он клеит нам рекламу. Так, валиком клей наносит. И дальше будет клеить листы бумаги. Красота. Что у детей есть какое-то детство. Вот какая-то женщина может стать Анной Карениной. Ой, осторожно, осторожно, сзади вас поезд. Поехали. Детские 50 гривен, взрослый 70 гривен билетик. Все-таки весна. Спасибо весне, она помогает. Я села на скамейку, греет солнышко. Так красиво поют птички. Смотрите, какое сегодня голубое небо. Светит солнышко, и хочется, чтобы это не заканчивалось. И вообще такая благодать. Хочется, чтобы таких дней было как можно, таких моментов, даже не дней, было как можно больше. Вижу, как люди, знаете, ожили после этой зимы. Квартиры, весна холодная, квартиры безумно быстро остыли. И вот сейчас они не прогреваются. Дома приходится ходить тепло одетым, включать вечером кондиционер, камин, потому что холодно. И знаете, мне кажется, что днем сейчас люди максимально выходят на улицу, чтобы просто нагреться, чтобы немножко вот отвлечься от всего вот этих стрессов. И самое главное, наверное, вообще не читать новости, потому что такое заходишь, в мире что-то такое происходит, что становится страшно. Купила недавно в Авроре такой миксер и еще не тестила. Знаете, после бессонных ночей что нам поможет? Конечно же, кофе. 49 гривен всего лишь его цена. Здесь, видите, можно капучино сделать. Единственный минус, не очень легко открывается. Здесь, видите, вот нужно отверткой крутить. Ну и нужно вставить 2 батарейки. Сейчас его, по-моему, будем тестить. Смотрите, какие красивые тюльпаны мне подарила мама. Пришлось их завязать вот так вот пленочкой, потому что они открываются и, конечно, не так долго стоять не будут, если все это откроется, но невероятно красиво. Если знаете, что за сорт, то обязательно пишите в комментариях. Это вам похвастаюсь, это Ира испекла медовик на мой день рождения. Вот. Видео, наверное, выйдет позже, его уже не будет, так что показываю, пока есть. Очень вкусный тортик получился с кремом сливочным, с вишенкой. Просто прелесть. Так, я беру такие сливки буренка. Здесь вижу еще что-то осталось. Сейчас будем взбивать. И, честно, еще миксер не тестировала. У меня когда-то такой был. И хочу вам сказать, что он очень высокую пену взбивает. Я когда-то пробовала варить мыло. И вот мыло, крема взбивала вот таким, крема для лица, взбивала таким миксером. Ну, это было очень давно. Ну что, сейчас посмотрим. Будем делать латте. Ой, сбила. Класс, так быстро. Достаточно мощный. 49 гривен, если хотите такую штучку, можете идти в Аврору. Там разные цвета есть. Ну вот и сбили. Так, о. Вау, и не нужно никуда идти за... Ой, капнула. Ничего, за вкусным кофе. Ну, нужно дольше. Если дольше взбиваешь, то пенка держится тоже дольше. Так что приятного мне аппетита после бессонной ночи. То именно то, что надо, чтобы быстро проснуться. Всем хорошего дня, хорошего весеннего настроения и до встречи в следующем видео из Одессы. Пока-пока.